Итак, всем доброй ночи. Я собиралась на днях это выложить, но раз уж мои буйные соседи разбудили весь подъезд, решила это все выложить и отдохнуть. Итак, дорогие друзья, то, что я вам сейчас подарю, это очень сильная работа. Почему я делю чистки, сильные чистки, очень сильные чистки? Потому что очень сильные работы – это опасные работы, но они очень хорошо помогают. То есть следует знать, что очень сильные чистки надо проводить, когда ты будешь находиться дома, когда тебе никуда не нужно ехать, потому что после этого может трястись, может стать плохо. Вот поэтому я начала обозначать свои работы, чтобы просто знали люди, что это такое и что это за сила, с чем они имеют дело. Итак, первое, что я хочу вам сказать. Во-первых, эту работу делается совместно с мастером, с практиком. После того, как выявились все, скажем так, все проблемы у вас с созданием семьи, только после этого, когда вы очистились от всего этого, и когда вы хотите в этой жизни с помощью, скажем так, своих чар добиться определенного статуса, с помощью мастера вы делаете эту работу. Объясню почему. Ну, во-первых, эта работа не для того, чтобы привязать конкретного человека. Это работа для того, чтобы вы были неотразимы в жизни и притягивали все время противоположный пол. Будете вы этим пользоваться, или вы хотите любви, или вам это нравится, неважно. Но на определенное время, пока вы будете это делать, а может быть и на очень долгие годы, у вас будет постоянное внимание противоположного пола. Говорят, что древние времена, да и сейчас, люди, которые, скажем так, не особо сверкают своей красотой, невзрачные, даже где-то серенькие, где-то среднего, скажем, облика люди, они иногда притягивают взгляды, иногда просто по ним сходят с ума, можно сказать. И история знает таких случаев немало. Даже Мария Каллас, которая красотой не отличалась, близко посаженные глаза, большой нос, угловатая фигура, скажем так, мужеподобное лицо. Ничего красивого особо и не было, но все влюблялись в нее. Солдат, который повесился из-за нее, потому что его перевели на другой пост, и больше он не должен был охранять их улицу. Немецкий солдат повесился. Анасис, насколько знаете, любил ее, правда, он потом женился на Жаклин Кеннеди, и Каллас прокляла весь его род, и это проклятие так и пошло и продолжилось. Но как бы там ни было, в любом случае, по ней сходили с ума, ее любили, обожали, хотя она не была блистательной внешности. Таких примеров очень много. Та же самая Мата Хари, которая тоже не отличалась особой красотой, но у нее был шарм. Многие, скажем, актрисы, балерины, да, куртизанки, которые не блистали красотой, но влюбляли в себя императоров, царей, кайсеров и так далее. Говорят, многие ищут причину в этом, многие говорят, что они изначально были не от чистой силы. Многие во многом ищут причину, многие объясняют это всего лишь образованностью, притягательностью женской. Но не все из этих женщин и мужчин, которые остались в истории как величайшие любовники, да, не все обладали таким уж прям острым умом, знаниями. Некоторые заикались, некоторые стеснялись говорить, у некоторых была невзрачная внешность. Но, видимо, есть определенные вещи, невидимо, а действительно так. Люди узнавали какой-то секрет, узнавали какой-то заговор, или, может быть, кто-то им помогал осуществить этот план. И они становились внезапно, просто любимцами публики.
Причем это происходило действительно внезапно, в 30 лет, 40 лет. Они резко вот на арену выходил некий человек, некая личность, которая там привлекала взгляды, по которым начали сходить с ума, сохли и так далее. Некоторые говорили, что они заключают договор с самим дьяволом и прочее. Итак, вот эта работа, эту работу я делала с несколькими людьми за всю практику. Вот сейчас я хочу вам подарить. Ну, с несколькими сколько там? Десятки, может быть, не больше. И у этих людей сейчас очень головокружительная карьера началась. Это действительно так. Но хочу вам объяснить. Это не привязка конкретного человека. Это не призыв конкретного человека. Это усиление своей женской или мужской сути настолько, чтобы мимо вас не мог никто равнодушно пройти. Любой возраст, любая национальность, любой характер, любой менталитет. Это делается для того, чтобы себя в этой жизни пробить, грубо говоря, чтобы вести себя вперед, чтобы пользоваться женщинами или мужчинами в разных целях. И в сексуальных, может, кто-то желает, может, кто-то хочет просто через них, через эту симпатию и влюбленность, да, всеобщую любовь, просто сделать себе карьеру. У каждого есть свой путь. Понимаете, как я ведьма. И моя задача вас ознакомить со всеми аспектами магии. И показать, что магия – это не белое пушистое нечто. Магия – это очень опасное, очень сильное, очень древнее ремесло. И с помощью этого ремесла можно многого, очень многого добиться. Помните песню, да? Я сумею научить, как желанного добиться, да, и навеки приручить ту, что мельком полюбилась, и так далее. Что делается в этом случае? Пока причину ваших бедствий не узнают, не будет это все удалено, устранено, не надейтесь, что можно вам сделать эту сексуальную привязку. Нельзя. Даже если человек с вами не работал, даже если у вас не было чистки с этим человеком, в любом случае советуйтесь. Следующее. Мастер должна попросить за вас у этих сил открыть вам дорогу, чтобы когда вы пойдете просить у них, чтобы вам по башке не настучали. Самим лично, без совета и без одобрения практикующего человека проводить это опасно. Если не получится, это вам повезет. Я думаю, что уже 100 раз я говорить одно и то же не буду. Если есть такие овцы, идите проводите. Делайте, что хотите. Но вся ответственность на вас. Я предупреждаю всегда. Слушать надо до конца, слушать. Вам понадобится черная ткань, 66 монет, лучше пятаков, лучше. Но если нету, можно другие использовать. Одинаковых монет. Говяжья печень. Причем эта печень, желательно ее хранить, если даже в холодильнике, но не в холоде. То есть так, чтобы она была мягкая. Желательно с кровью взять. И желательно, нежелательно, а обязательно не в магазине. Это в мясном рынке или где-либо еще можете купить у торговцев мяса. Водка и 6 восковых черных свечей. Достаньте где хотите. Я больше не желаю вопросы слушать по поводу того, а можно обычные, а можно такие. Нет, не можно и точка. Я не собираюсь идти на компромисс. Я не собираюсь с вами, знаете, базар вести. Если я сказала, что надо так, значит так надо. Не можете, выберите другую работу. Не надо торговаться.
Идите, где вам все разрешается и ничего не надо, вот там пускай вам все дают. Здесь я говорю, как есть, и как надо, так и надо делать. Хотите результат, делайте как положено. Пойдемте далее. Итак, дома провести с 00:00 ночи до 3 ночи эти действия. На следующий день завернуть печень в черную ткань. Еще раз говорю, что такое алтарь. Задолбали вы уже. Откройте, посмотрите ролик «Алтарь». И узнайте, что такое алтарь. На следующий день берете эту печень, заворачивайте в черную ткань. Вы можете положить в пакет, чтобы там не стекала кровь. С водкой, с монетами идете на лесной перекресток. Если боитесь одни или с кем-то можете поехать, не говорите, что вы хотите сделать. Просто скажите, что надо что-то провести. Пусть вдалеке вас ждут. Находите перекресток. Это нелегко, поэтому это и действенно, и очень сильно, и очень надолго, а может и на всю жизнь. Итак, находите перекресток. Раскрывайте эту черную ткань с печенью, ложите посреди перекрестка. Открывайте водку. Выплескивайте рядом эту водку. Ставите рядом. Положите 66 монет. Еще раз прочитайте весь этот заговор. Отвернитесь и уходите. Без оглядки. Что вам нужно делать далее? Каждый день, считая с этого дня, 40 дней подряд. 40 ночей. С 12 до 3. Прерывать нельзя. Читайте вот это все по 6 раз. Зажигайте восковую свечу. Читайте, тушите свечу. Ну, можете потом с кем-то говорить, не говорить, это уже не имеет значения. Даже если вам куда-то надо ехать, можете ехать. Но чтобы вы с 12 до 3 это прочитали. 40 дней, точнее 40 ночей кряду. Чем дальше, тем сильнее вы будете видеть влияние этой работы. Тем сильнее вокруг вас будут скапливаться люди. Властимущие, сильные люди. Люди, которые решают очень многое. Люди денежные, люди со связями и так далее. Не говорите никому, что вы делали. Вы можете написать, если хотите, там, как пишут люди иногда, вот у меня получилось и так далее. Но людям, которые рядом с вами, своим подругам, друзьям и так далее, можете рекомендовать, что вы что-то знаете, если хотите, вам вот помогут. Но вам самой давать никому этот ритуал нельзя. И слова говорить этого ритуала никому нельзя. Перепишите, сохраните так, чтобы никто не видел. Увидят, не объясняйте ничего. Это очень сильная работа. Еще раз говорю, обращение к темным силам. Готовы вы к этому? Вы провели раскрещивание. Вы поняли, что христианский эгрегор не для вас или для вас. Потому что если вы это проведете, ваша ходьба по церквам, по храмам, каждый день молитвы, кланяется, да Господи помилуй и прочее, могут это перебить. Это делают люди с твердой волей. Это не должны делать бараны и какие-то млямли, которые каждые 5 минут боженьки бегают там за, не знаю, за благословением. Учтите, это делают люди-карьеристы, хищники, сильные личности, которые 100% сказали, я хочу подчинить себе вокруг людей другого пола. Я хочу через них добиться успеха. Или я хочу добиться постельных утех. У каждого свое, в конце концов. Есть люди, у которых ненасытность, и они этого хотят добиться, они имеют на это полное право. Это их жизнь. Они пришли в этот мир, это им решать, каким образом прожить свою жизнь. Мы с вами не батюшки, чтобы сидеть и читать мораль. Но если человек решается на это, он должен знать, он обращается к темным силам. Далее, 40 дней кряду читать это каждый день. Когда 40 дней закончится, еще одну печень отнести, там оставить, потому что за 40 дней вы так усилитесь, у вас энергия сексуальная будет настолько сильная, вы помолодеете,
вы буквально скинете лет 15-20. И это проверено, я знаю, что я говорю вам. Дальше. Слушайте внимательно. Через 40 дней, когда вы это все начитали, идете, относите опять печень, водку, 66 монет, снова там это читаете, оставляете и уходите. Потом постарайтесь раз в месяц хотя бы водку, монеты оставлять под деревьями, благодарить, поддерживать эту сексуальную силу. Когда вы чувствуете, что она начинает иссякать, она может иссякать, но не сразу уйти, вы так и будете на этой вершине, если вы добились этого, если они вам дали. Но это нужно подкреплять иногда. Раз в 3-4 месяца снова купить эту печень, начитать. Если человек целенаправленный, если у человека есть сила воли, желание подняться, достичь всего, подчинить себе людей рядом находящихся, этот человек это сделает. Если вы безвольная млямля, если вы пугливый баран, не беритесь за это, потому что это для сильных личностей. Это для людей, которые знают, чего хотят, и они этого добьются всеми путями. Теперь вы понимаете, к чему я говорю? Итак, вначале нужно попросить человека практикующего помочь, то есть открыть ваши дороги. Тем людям, которым я помогала, которых я очищала, если у этих людей возникнет желание, они обратятся, я скажу, кому из них можно это провести. Не всем подряд, будьте добры. Не надо обижаться, что вот почему, вот я же чистку прошла, потому что я прекрасно вижу, тебе можно это или опасно тебе. Если я говорю не потому, что я такая злая баба и что я такая жадная, хочу я сама все сделать. Нет. Потому что я вижу, что тебе еще рано. Ты еще не готова к этому всему. А это очень сильный сексуальный подъем. Это жуткое внимание со всех сторон. Не каждая женщина это выдержит. В один момент да и стать вот этой вот сексуальной женщиной, притягательной. Но тем, кому я посчитаю нужным, я им позволю это сделать. Я для них раскрою эту дорогу. Итак, кажется, все сказала. Сейчас, секунду. Да, все правильно. Первый раз делаем, откупаемся, 40 ночей к ряду читаем, еще раз откупаемся, печенью 66 монет и водка в черной ткани печень. Потом раз в месяц хотя бы водка и 66 монет под дерево для продержания вот этого всего. Некоторые спрашивают, а если я замужем, можно? Можно, почему бы нет? Если вы замужем, вам что, не нужно внимание людей вокруг, чтобы достичь своей цели? Далее. Здесь я привожу вариант для мужчин, поэтому я как бы говорю от лица мужчин. От лица женщин я не объясню, когда она будет набирать текст. Оно то же самое с некоторыми изменениями, собственно говоря. Мужчины, которым я вот это помогала провести, хочу вам сказать, что сейчас эти мужчины добились определенного положения. Не были тюфяки, но были стеснительные. Стеснительные, невзрачные парни. Все прекрасно. Сейчас все хорошо. Итак, сексуальная привязка, но привязка пола, мужского пола или женского пола, то есть привязка всех, кто рядом будет находиться. Я буду читать, и я объясню. Вот это прочитали 6 раз, потом отдельно вот это 6 раз и так далее. Значит, каждый припев в конце по 6 раз еще раз читать. В общем количестве получается 12 раз. Начнем. Я как Путин пишу, а потом, что написала, читать не могу разобрать. Переписываю на основную книгу теней. Бывает, что не могу разобрать, поэтому мне нужно поближе свечу. Я иду в город черный.
дорогою черной, демона в город. Стану на перекрестке. Созову его, чей лик прекрасен, чья страсть неиссякаема. О, передай мне свою красоту, передай мне мощь свою и силу своего естества. Я сведу с ума всех женщин, отмечу их, овладею ими. Сойдут они по мне с ума, будут выйти от желаний. Авракалам сатана, гора каменная, да исполнится во имя всех дьяволов. Я избран для страсти. Призываю я демоническую страсть, дьявольскую силу своей мужской сути. Не уйти от моих чар ни одной женщине, не спастись. За мной, как собаки, нестись, скулить и бегать, от страсти изнывать. Вот это читать 6 раз еще раз. Первую часть прочитали, и это 6 раз. Дальше. Насытьтесь, демоны, кровью и печенью, а мне дайте то, что я попросил. Именем всех планет, именем Черной Троицы, именем черных когорт, да сбудется сказанное. Дальше. 6 раз снова. Авракалам сатана, гора каменная, да исполнится во имя всех дьяволов. Я избран для страсти. Призываю я демоническую страсть, дьявольскую силу своей мужской сути. Не уйти от моих чар ни одной женщине, не спастись, а за мной, как собаки, нестись, скулить и бегать, от страсти изнывать. Заклинаю. Итак, прочитали этот заговор 6 раз. Припевы отдельно в каждом, после каждого, то есть в свою очередь по 6 раз. Идем далее. Еще раз читаем 6 раз вот это. О черные отцы, сатана, дьявол, Люцифер, мощь своей страсти направьте на меня, силу любовную, похотливую власть, испепеляющую страсть, все отныне мое. О великие дьяволицы, о черные матери, о Амма Лилит, о Кассикандриера, царица черного хаоса, о Астарта, черная суть женщины. Мощь своей страсти направьте на меня, силу любовную, похотливую власть, испепеляющую страсть, все отныне мое. О дьяволическое древо, о демоническая рать, дайте мне в страсти, в любви и в соблазне незаменимым стать. Как бегают псы за свежим мясом, воют от голода, так и женщины за мной пусть ходят. От желания воют, от страсти изноют. Заклято. Дальше говорите. Снова 6 раз. Знающий все псалмы черной магии и все несокрушимые истины хаоса через свою власть дал мне ключи от всех сердец дочерей Евы. Вариант для женщин тоже будет написан, и рядом то, что им положено. Прочитали 6 раз, это все. То есть по 6 раз прочитали, легли спать. Вам будут сниться все, что угодно. У вас будет ощущение, что вас просто крутит по всему дому. Утром или на следующий день. Отнесите это все в течение дня в лес. Оставьте там. Прочитайте 1 раз все это. Отвернитесь и уйдите. 40 ночей кряду, повторяюсь. С 00 ночи, то есть 12:00 ночи до 03:00. 40 ночей кряду читайте. Когда дочитали, еще раз относите эту жертву. Можете туда, можете в другое место. Печень, 66 монет, водка. Оставили. Там прочитали еще раз и ушли. Очень долго это хватит. Раз в месяц водку не забывайте.
раз в месяц водку и монеты. Это поддержит сделанное, усилит. Временами можете этот ритуал повторять, смотря насколько мощно и сильно оно у вас получится. Оно получится однозначно. Можете скинуть даже, не можете, а 100% скинете возраст. Только учтите. Я это очень долго думала, дарить или нет. Потому что есть очень много неразумных, глупых людей, которые подумают, да, ничего страшного, я могу сама делать, что обязательно к ней идти или спрашивать. Возьмут и сделают. И будет им весело. Пользуйтесь во благо.